Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Шура, и в этом видео мы с вами свяжем вот такой вот шикарный рюкзак. Узором будем вязать шишечки. Всем полюбившийся узор, очень зашел он в одном из моих предыдущих мастер-классов вот с этой вот сумочкой классной. Узор вяжется легко, очень быстро, на одном дыхании, очень много положительных комментариев по поводу этого узора, и я решила его повторить. Также были комментарии по поводу того, можно ли связать такую сумку из шнура и как этот узор будет смотреться шнуром. Вот так. Шикарный узор и со шнуром, и с пряжей, очень красиво смотрится. Вязать мы с вами будем этот рюкзак из шнура Карамель Дольче. Вот такой вот шнур. У меня цвет бискотти я использовала. Шнур идет 4 мм на 100 метров. И понадобится нам с вами 3 мотка. И сейчас... дотянусь, покажу, вот что у нас останется. То есть, вот сравните, для сравнения, да, целый моток и вот что у нас останется. То есть, примерно уйдет 2,5 мотка, 250-260 метров. Это шнур 4 мм, Карамель Дольче. Не запутайтесь, потому что есть шнур просто карамель, там идет 5 мм и 75 метров. Поэтому имейте в виду по расходу. Получается, если вы будете использовать шнур 5 мм, вам понадобится намного больше. Соответственно, где-то мотка 4 нужно будет приобрести. Здесь уже, опять же, как я все время вам говорю, да, высоту рюкзака мы с вами выбираем сами. То есть, если вам такая высота не нравится, вы можете сделать этот рюкзак и повыше, и наоборот пониже, да, то есть все это регулируется количеством рядов. И, соответственно, что я вам могу сказать по этому поводу? Не переживайте, если вы хотите рюкзак повыше, то вам, в принципе, 3 мотков вполне с головой будет достаточно. Что еще? По материалам, да, нам понадобится дно, вот такое вот дно у меня, 12 на 21 сантиметр, клапан 22 на 20 сантиметров. Привет, можно я поздороваюсь? Пойдем, поближе садись. Всем привет. Это мой сын Данила. Давай, иди. Клапан идет у меня с ручкой. Что еще? Утяжка. Лямки у меня идут вот такие вот. Длина регулируется у них. Лямки с обоих сторон на карабинах. Это очень удобно. Также, помимо этого, нам понадобится 3 кольца карабина. 2 размером поменьше вниз, чтобы они сильно не торчали, поэтому размер поменьше берем. И 1 побольше размером, получается, чтобы распределить вес рюкзака, потому что у нас здесь, опять же, одевается сразу 2 лямки. Здесь используем карабин побольше. Кольца, получается, верхние у меня 35 мм, нижние 28-25 мм, там какие найдете. И плюс еще замочек. Замочек у меня, по-моему, 4 или 4,5 сантиметра диаметром. Замок может быть любой. Все это зависит от вашей фантазии, то есть какой найдете, какой выберете, такой сюда и подойдет. В принципе, и треугольный, и квадратный, они все смотрятся здесь хорошо. Что еще хотела сказать? Да, вы заметили, наверное, по поводу брелка. Вот такой вот у меня брелок, он может быть любой. Это может быть также кисточка. Шнура у нас останется достаточно, чтобы сделать и кисточку. Так что это может быть какой-то элемент макраме. Да, то есть можно вообще без украшения использовать. У меня вот такой вот брелок. Я его на Алиэкспрессе заказывала. У меня в рекомендациях вылез. Вот такая вот вещь, очень удобная. Вот так вот она открывается. Шикарно смотрится. Не знаю, она мне очень понравилась. Стоит копейки. Если хотите, ссылочку я вам оставлю в описании под видео. Можете себе тоже такой же заказать. Цвета есть разные. Я заказала коричневый. Вот. Очень удобно сюда, например, ключи положить, да, и чтобы не искать по всему рюкзаку эти ключи, они будут лежать здесь аккуратно, отдельно в брелочке. Также любая мелочь сюда поместится. По поводу узора, он очень простой. Особенно если вы вязали, да, вот эту вот сумку нашу. Вы уже знаете, как вязать этот узор. Вам будет вдвойне легко. Тем более здесь нам уже не нужно вязать отдельно дно. Здесь дно уже подготовленное, да, так скажем, готовое. Здесь нужно просто разобраться с правильным количеством прибавок. Все эти материалы вы можете заказать на сайте Пряжа Центр РФ. То есть все, что вы здесь видите, кроме вот этого вот брелочка, я заказывала на этом сайте. Все это там есть. Еще раз повторюсь, шнур Карамель Дольче 4 мм, цвет бискотти я использовала. И фурнитура у меня цветом латте. Если вы хотите такой же цвет, то есть вы заходите на сайт, открываете поисковик, в поисковике пишете латте, и вам выходит вся фурнитура с этим цветом, да, вот все, что у них есть. Может быть шнур, может быть пряжа, все.
что связано с этим словом, вам все выйдет в поисковике, вы просто добавите все, что нужно к вам в корзину. По поводу размеров рюкзака, да, то есть ширина, высота, я все это оставлю в описании, чтобы избежать вот эту кучу вопросов в комментариях, да, размеры и так далее. Все это я вам оставлю в описании. Также полный список того, что нужно, все это тоже будет в описании под видео, поэтому сэкономьте себе и мне время и заходите, почитайте все, что там написано. Что еще хотела сказать? Понадобится нам также 2 размера крючка. Размер номер 5 для вязания основного узора, для вязания наших шишечек. Вот. И размер номер 3,5-4 нам нужно будет для обвязки дна и привязывания нашего клапана. То есть такой размер крючка нужен, который свободно будет проходить через наши дырочки. Неважно. То есть некоторые прям вот ищут 3,5, значит 3,5, там эти полмиллиметра, грубо говоря, роли особой не играют. Самое главное, чтобы этот крючок свободно ходил через дырочки. Поэтому, что найдете, то найдете. Ну и давайте, наверное, перейдем уже к основному, да, видео, то есть к вязанию нашего рюкзака. Поближе покажу все эти материалы, как они выглядят и так далее, что нам понадобится. Вот, потому что достаточно уже длинное вступление получается, наверное. Ну, по крайней мере, мне пишут в комментариях, что слишком длинные вступления у меня, слишком много говорю ненужного. Вот, ну, вроде как все нужное, вроде все по делу, но если у вас остались какие-то вопросы, если я о чем-то забыла сказать или рассказать, или показать, обязательно пишите в комментариях. Также, если что-то не получается, пишите мне в личку, в Инстаграм, ВКонтакте, все эти ссылки я оставляю в описании всегда. Обязательно пишите с фотографиями, потому что чтобы мне было проще понять, где у вас там ошибка, что у вас не получается, и так я быстрее смогу вам помочь. Что еще? Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. Обязательно. Перейдите на канал, посмотрите, там тоже очень много интересного. Есть много разных видео, мастер-классов по тому, как вязать рюкзаки, сумки, корзинки и так далее. Не забудьте подписаться, если вам интересно и не хотите пропустить другие мои видео. Поэтому подписываемся, ставим лайк, нажимаем колокольчик. И пойдем, я покажу вам поближе уже все эти материалы и начнем давайте вязать. Теперь давайте поближе рассмотрим материалы. Полностью весь набор для рюкзака я заказывала на сайте Пряжа Центр РФ. Ссылочку оставлю вам в закрепленном комментарии под видео. Вот такая вот у нас утяжка. Качество шикарное, она легко ходит туда-сюда, очень удобно. Дальше у нас идут лямки. Лямки, видите, с регулируемой длиной. То есть можно сделать покороче, можно сделать подлиннее. С обоих сторон идут такие карабинчики. 2 лямки. Дальше дно. Вот такое вот у меня дно. 21 на 12 сантиметров. Если кому надо, 21 здесь, здесь 12. В принципе, дно небольшое, но и не сильно маленькое. Да? Достаточно хорошо оно подходит и для взрослых рюкзаков, и для детских, да? Но там с определенного возраста. Теперь смотрите, дно у нас двойное, хорошее, плотное, прошитое со всех сторон. И вот такой вот клапан. Клапан с ручкой. Клапан не двухсторонний, клапан помягче, чтобы легко он у нас закрывался. И вот так вот у нас будут приделываться наши ручки. То есть все это будет аккуратно, красиво смотреться и привязываться к клапану. То есть ручка у нас будет точно так же держаться за счет нашего полотна. Шнур я заказывала тоже там же на сайте Пряжа Центр РФ. Вязать мы будем сегодня из карамель Дольче. Получается вот такой вот он у нас в закрытом и в открытом виде. Надеюсь, камера передаст вам цвет. Шнур у нас достаточно мягкий, в отличие от карамели простой, обычной 5-миллиметровой. Там он идет пожестче за счет своего состава. Здесь мне, во-первых, я хотела и попробовать именно Дольче, как будет себя вести в рюкзаке, и не хочу, чтобы у меня он был такой прям вот хорошо держал форму, да, то есть хочу такой мягенький рюкзак. И еще сразу очень много вопросов по этому поводу. Шнур плоский, 4 миллиметра, без сердечника, потому что очень часто спрашивают, с сердечником или без. Запомните, с сердечником шнуры для вязания сумок или рюкзаков, они не очень сильно подходят, потому что, ну, сердечник, он достаточно хорошо держит форму, и получается ваш рюкзак
или сумка получится, ну, прям жестким таким, и будет стоять колом все. И то есть форму вы там какую-то где-то помять, где-то замять будет очень сложно. То есть шнур с сердечником, он больше подходит для каких-то огромных вот этих вот больших объемных корзин, для ковров. Вот для этого подходит шнур с сердечником. Теперь смотрите, давайте я вам сейчас покажу, по какой схеме мы с вами будем вязать. Так, вот это все уберем. И вот такая вот у меня схема. Можете прямо сейчас поставить паузу, перерисовать ее себе, как я ее сделала. Я взяла свое дно, положила на лист бумаги, обвела каждую дырочку. И вот здесь, видите, смотрите, визуально пополам делим. Вот здесь нарисовано вот это все стрелками. Крайние петельки вот с этой стороны серединки и серединка по прямой. Здесь, смотрите, вот такие вот галочки означают прибавку. Вот такие вот одинарные палочки – это один столбик, то есть одиночный столбик. Получается, вот здесь в крайних петельках у нас должны быть прибавки, а по прямой в центральной петельке у нас будет один столбик. Теперь разберемся здесь. Прибавок у нас будет предостаточное количество, чтобы наш рюкзак не шел вот так вот ровным полотном, а немножко закруглялся. Поэтому просто перерисовываем себе, если вы не хотите, не любите, да, длинных видео и так далее, просто перерисовываем себе вот эту схему или ставим на паузу, обвязываем по этой схеме и идем дальше. Для начинающих я покажу начало, пример. Не забываем оставить хвостик примерно метр длиной, чтобы нам хватило полностью до конца нашего рюкзака. Для закрытия ряда нам нужен хвостик. И теперь давайте вот так вот приложим и начнем с самого центрального столбика. Вот здесь вот по прямой. Вставляем крючок, захватываем нить и вытягиваем. Вот такую вот петельку. Далее хвостик убираем, он нам не нужен, он понадобится только в закрытии ряда. Берем рабочую нить и провязываем первый столбик. Далее у нас по рисунку идет галочка, то есть прибавка. Значит, в одну дырочку мы вяжем 2 столбика. Первый столбик, и в эту же дырочку мы вставляем крючок и вывязываем второй столбик. Вот так вот это у нас будет выглядеть. Далее по рисунку у нас 1 столбик, прибавка 1 столбик. Продолжаем. По рисунку 1 столбик, далее прибавка, то есть галочка, да, нарисована у нас раз, и в эту же дырочку вывязываем второй столбик, 2. И снова одинарный столбик. Вот так. Вот что у нас с вами получается. Далее прикладываем вот так вот наш рисунок. И вот здесь вот после, да что такое? После одинарного столбика у нас до центральной петельки, вот этой, до центрального столбика идут одни прибавки. То есть в каждую дырочку вот так вот приложили, до вот этого вот центрального столбика мы вяжем все прибавки. Получается первый столбик прибавки и второй столбик в эту же дырочку. Вот так. Далее следующая дырочка и снова галочка, да? Раз. И сюда же 2. Вот так. Снова новая дырочка и новая прибавка. Вот так. В принципе, все очень просто. Надеюсь, вам было понятно, и давайте уже перейдем к вязанию основного полотна. Итак, я довязала до конца ряда, у меня вот здесь вот последний столбик прибавки, и теперь закрываем ряд хвостиком, то есть мы вытянули петлю, но не закрываем ее, рабочую нить убираем и берем наш хвостик. Вот он, наш хвостик, не запутайтесь, и провязываем вот эту последнюю петельку хвостиком и вытягиваем его полностью вот так вот из нашей вершины. Что мы делаем дальше? Дальше находим самый первый наш столбик, и вот его вершина. Вот так вот поближе покажу. Вставляем крючок с обратной стороны под вершину нашего столбика. Вот таким вот образом. Посмотрите. Именно под вершину, между нашими столбиками. И вытягиваем наш хвостик на изнаночную сторону. Вот здесь у нас, видите, такая полузаконченная петелька. Далее находим, вот он наш последний самый столбик, откуда мы вытянули первый наш хвостик, самая первая петелька.
Мы вставляем крючок сзади, вот видите, у каждого столбика есть сзади вот такая перемычечка. Мы вставляем крючок под эту перемычечку и в середину вершины. Смотрите, вот откуда у нас выходит наш хвостик. Далее захватываем его опять и вытягиваем обратно наизнанку. Вот так. Все подтянули, и у нас, видите, ровное, красивое, аккуратное закрытие ряда без всяких заломов и утолщений. Теперь мы будем поднимать стенки нашего рюкзака. Таким образом, хвостик наш мы убираем вот так вот в сторону, он нам не нужен. Берем рабочую нить, кладем ее на пальчик. И обратите внимание, вот он наш последний столбик, да, откуда выходит хвостик. Мы вставляем крючок вот таким вот образом, видите, в середину вершины и под перемычку. То есть, когда мы вытягивали наш хвостик, закрывали ряд, мы вставляли его с этой стороны крючок, а теперь вставляем наоборот, сверху вниз, получается в середину вершины и под перемычку. Захватываем нить и вытягиваем вот такую вот петельку. Далее провязали первый столбик. Далее снова вставляем крючок в середину вершины, а сзади под перемычку. Обязательно не забывайте вот именно под перемычку вставлять крючок, иначе, если вы будете вязать только вот за вот эти вот петельки, да, за серединку, за половинку вершины, у вас вот здесь получится, образуются дырочки. Берем нить, захватываем и вытягиваем новый столбик. Провязали. Весь наш вспомогательный первый ряд будет состоять из вот таких вот столбиков. В середину вершины, сзади под перемычку захватили нить и провязали столбик без накида. Это вы можете делать либо тем крючком, да, размером 3,5, которым мы обвязывали дно, либо уже взять крючок размером номер 5. Здесь, в принципе, дырочки достаточно узенькие еще, поэтому можно сделать это крючком 3,5. Но не забываем вытягивать петельки посильнее, чтобы они не оказались у нас слишком маленькими. Далее снова вставляем в середину вершины и сзади под перемычку. Проверили, захватили нить, вытянули петельку и провязали еще один столбик. И вот что у нас получается. Таким образом мы обвязываем каждую петельку по одному столбику, то есть никаких прибавок мы не делаем. Ну вот я довязала до конца ряда, и у меня, смотрите, осталась последняя вот эта вот петелька. Вставляем крючок под нее и под перемычку, да, в середину вершины и под перемычку. Вытягиваем петлю, но не провязываем, закрываем ряд нашим хвостиком. Берем хвостик и провязываем петлю хвостиком. Вытянули. Сзади петельку подтянули, подправили. И вот что у нас получилось. Далее, вот он наш самый первый столбик, и вот его вершина. Мы вставляем с обратной стороны, да, то есть вот здесь, вот с изнанки, под вершину нашего столбика. Вот таким вот образом. Захватываем наш хвостик и вытягиваем его наизнанку. Вот у нас получилась такая незаконченная петелька. Далее, вот здесь вот на изнанке. Видите, вот она перемычка и середина вершины. Видите, то есть мы снизу вверх вставляем. Захватываем нить и вытягиваем снова наш хвостик наизнанку. И вот что у нас получилось. Ну а далее мы переходим с вами к вязанию узора. Этот узор мы с вами вязали в одном из предыдущих моих видео. Узор шишечки. Очень простой и в то же время очень эффектный узор. Итак, вот он наш последний столбик, откуда выходит наш хвостик. И вставляем крючок в вершину вот этого столбика, вот таким вот образом. Захватываем нить, вытянули и провязали первый столбик. Вот что у нас с вами получилось. Далее у нас идет следующий столбик, то есть вот последний столбик, вот его вершина. Следующий столбик мы вставляем крючок вот таким вот образом, да, то есть за обе стенки нашей галочки. То есть не в раскол, не в вершину, а за обе стеночки нашей галочки. Захватываем нить, вытянули петлю и провязали. Вот что у нас получилось. Вот такая вот шишечка. Далее мы вставляем крючок. Вот он, следующий столбик. Мы вставляем крючок в его вершину. Вытянули нить, провязали столбик без накида.
Далее следующий столбик. Мы вставляем крючок. Вот идет наша галочка, да? Мы вставляем крючок за обе стенки нашей галочки. Вот так. Захватили нить, вытянули, провязали. У нас готова вторая шишечка. Далее следующий столбик, и в его вершину мы вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Следующий столбик. Вот галочка. И за обе стенки нашей галочки мы вставляем крючок. Вот так. Захватили нить, вытянули и провязали. У нас готова еще одна шишечка. Далее следующий столбик мы провязываем обычный столбик без накида. Следующий за обе стенки нашей галочки заводим крючок, вытягиваем петельку и провязываем шишечку. Далее следующий столбик у нас идет обычный столбик. Следующий столбик мы вставляем крючок за обе стенки нашей галочки. Вывязали шишечку. Далее у нас идет снова обычный столбик. То есть вот такой вот очень простой и очень эффектный узор у нас с вами получается. С обратной стороны он у нас получается немножечко домиком, да, если мы вот так вот присмотримся. После того, как мы провязываем ряд, мы вот так вот ручками выпрямляем и, можно даже так сказать, выдавливаем изнутри наши шишечки на лицевую сторону. И вот что у нас получается. Изнутри он у нас получается ровный. И вот эти наши шишечки, они вылезли на лицевую сторону. Видите, они торчат. Таким образом довязываем до конца ряда. Никаких прибавок по кругу мы не делаем. Все, что нужно добавить, мы добавили с вами в обвязке дна. Теперь довязываем ряд до конца, и я покажу вам, как закрыть ряд именно на шишечке. Мы подошли к концу ряда, у нас осталась последняя шишечка. Получается первый столбик, последний столбик у нас этого ряда получается. Вяжем шишечку. Вытянули и закрываем ряд хвостиком. Каким образом? Рабочую нить прикладываем сюда, придерживаем пальчиком, берем хвостик и вытягиваем его полностью из нашей петельки. Вот что у нас получилось. Вот так. Далее, вот он наш первый столбик и вот его вершина. Не запутайтесь. С обратной стороны, то есть вот здесь вот с изнанки мы вставляем крючок, захватываем хвостик и вытягиваем его наизнанку. Вот что у нас получилось. Далее, смотрите, то же самое. Перемычка и середина вершины. То есть здесь, в принципе, ничего сложного нету. И вытянули. Закрыли ряд. Обратите внимание, все ровно, аккуратно, никаких здесь уплотнений нету. И теперь то, собственно, о чем я вам сказала перед этим. Вот здесь мы выпрямили, а дальше, видите, наше вязание вот таким вот домиком пошло. Теперь вручную прям выдавливаем наши шишечки на лицевую сторону. Вот так. И обратите внимание, наше вязание сразу выравнивается. Вот так. Вот и все. И вот что у нас получилось. Вот такие вот красивые, аккуратные шишечки. Теперь нам нужно выйти, начать ряд с вершины шишечки. То есть мы провязываем вот такой вот одинарный столбик над вершиной шишечки. У нас вот здесь, вот видите, вот мы закончили ряд как раз над шишечкой. Вставляем крючок, захватываем нить и вытягиваем первый столбик. Далее у нас идет одинарный столбик, галочка. И вот таким вот образом за обе стенки нашей галочки мы вставляем крючок и вытягиваем новую шишечку. Вот так. Ничего сложного. Далее в вершину шишечки предыдущего ряда вставляем крючок и вывязываем обычный столбик. Вот так.
Далее давайте вот так выпрямлю, чтобы видно было лучше. За обе стенки галочки вставляем крючок, вытянули, провязали. В вершину шишечки предыдущего ряда вяжем обычный столбик. И вот так вот, посмотрите, теперь сейчас выдавим наши шишечки, и они, видите, идут в шахматном порядке. И таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Не забывайте обязательно, бывает такое, что мы пропускаем между шишечками вот этот вот одинарный столбик, поэтому постарайтесь, считайте, если нужно, проверяйте себя и не пропускайте вот этот столбик. Потому что заметите это вы только когда будете вязать следующий ряд, и у вас не получится там шишечка. Опять же, смотрите, видите, открывается ряд домиком. Точно так же мы выдавливаем наши шишечки на лицевую сторону после каждого ряда. И вот что у нас с вами получается. Вот такой вот красивый рисунок. Далее, думаю, вы справитесь сами. Очень простой узор. Довязываем до конца ряда, закрываем, поднимаемся над шишечкой и продолжаем вязать то же самое. В шахматном порядке вяжем на ту длину, которая вам нужна, то есть на ту высоту рюкзака, которую вы хотите. У меня есть несколько видео по вязанию рюкзаков, и все время спрашивают, а сколько рядов нужно провязать и так далее, но каждому это индивидуально, то есть у вас рост может быть другой, у вас может быть, вам не понравится то количество рядов, которое провяжу я, и вы, когда свяжете свой рюкзак с таким же количеством рядов, вам покажется он слишком длинный или наоборот слишком короткий, и вы захотите продолжить, без проблем довязываете еще нужное количество вам рядов. То есть не обязательно гнаться именно за тем, за тем количеством, которое у меня. Вы смотрите, так скажем, для себя, то есть вам носить этот рюкзак, если вам нравится высота рюкзака, пожалуйста, оставляем ее такую. Не нравится, довязываем еще. Плюс, не забывайте, 3 ряда у нас остается дополнительно к высоте, чтобы вязать нашу утяжку. То есть не забываем, мы вяжем на ту высоту и добавляем плюс 3 ряда. Не забывайте про это, потому что иначе тоже, опять же, очень много вопросов было в предыдущих мастер-классах по рюкзаку, то, что провязала, забыла про дырочки для утяжки, и в итоге пришлось 3 ряда распускать, потом я запуталась и так далее. Поэтому вот вы, когда выбираете нужную высоту, не забывайте прибавлять плюс 3 ряда после утяжки. Получается, 1 ряд мы ввязываем утяжку, делаем дырочки, и 2 ряда, 1 или 2 ряда после утяжки. То есть это уже опять же на ваше усмотрение. Итак, на 12 ряду, то есть почти в конце ряда, да, у меня, видите, не хватило немножко буквально, у меня закончился моток. Давайте вместе посчитаем. Первый ряд вспомогательный, далее второй, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и последний 12. То есть каждая шишечка у нас считается как один отдельный ряд. Вот она, видите? Теперь, что мы делаем дальше? Очень много вопросов, как присоединить следующий моток. Тут вообще все очень просто. Способов действительно очень много, и каждый выбирает для себя удобный ему, да. То есть кто-то припаивает кончики зажигалкой, да, кто-то пришивает их иглой, то есть, допустим, просто берут, закончился, вот так приложили и сшили иглой. Это, наверное, самый такой, как правильно сказать, надежный вариант. То есть вы уже знаете, что у вас ничего не отойдет, ничего не распустится и так далее. Обязательно кончики немножечко подрезаем. Теперь смотрите, что мы делаем здесь. Когда мы меняем нить, то есть мы довязываем до конца мотка и доходим до того момента, вот смотрите, вот я выпустила, вот, у меня вот такая петля должна быть. То есть наш кончик должен остаться сзади. То есть если у вас остался там вот такой вот отрезочек, вы отрезаете его вот здесь, вот в этом месте, чтобы он у вас в итоге остался на изнанке вашей. Распускаем немножечко, чтобы было удобно это сделать. И теперь
я вам покажу вот такой вот простой вариант, да, как припалить кончики. То есть мы придерживаем их пальчиками, немножко сыпется, и вот таким вот образом раз приложили. Дальше подпалили, прижали. И вот так вот со всех сторон припаиваем наши кончики. Вот. И хвостики наши очень хорошо держатся. И теперь дальше продолжаем вязать точно так же по рисунку, присоединив второй моток на нужную нам высоту. Ну и вот, собственно, то, что у нас с вами должно было получиться. Наше полотно достаточно хорошо держит форму, в принципе, но и при своем держании формы она достаточно мягкая. Теперь смотрите, я поделила места, где у нас будет утяжка, да, маркерами отметила все места, где будут дырочки. И давайте посчитаем. У меня здесь получается в высоту 25 рядов. Вместе с вот этим вот вспомогательным первым рядом у меня 25 рядов. Давайте вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и последний 25 ряд. Мне этого достаточно. Вы можете, если хотите, если вам не нравится, сделать его, конечно, повыше, ваш рюкзачок. Но, опять же, не забываем про то, что сейчас мы с вами свяжем один ряд, в котором мы сделаем дырочки, и после этого мы еще с вами свяжем дополнительно 2 ряда. Ну или 3, как вам больше понравится. Вот, теперь немного давайте покажу, объясню по тому, как я разделила свое полотно. Вот здесь вот посередине я взяла вот так вот, сложила пополам. По кругу при обвязке дна, вот здесь вот, да, у нас по кругу с вами должно было получиться 78 столбиков. Соответственно, вот здесь по итогу у нас по кругу тоже 78 столбиков. Делим это все дело пополам, получается по 39 столбиков на сторону. В каждый из 39 я вставила вот такой вот маркер, отметила центр. Здесь у нас дырочки не будет, это такой вот маркер, который отмечает центр. Он, в принципе, мне не нужен, я сейчас его могу снять, я его оставила для того, чтобы показать вам. Определили центр, получается, вот здесь между маркерами у нас по 38 столбиков. У вас, если у вас другое дно, да, другое количество столбиков, соответственно, ваше количество. Да? Теперь, если у вас дно такое же, как у меня, такое же количество столбиков, считаем дальше. Передняя часть утяжки у нас всегда немножко меньше. Задняя часть утяжки у нас немного пошире. Теперь, после того, как мы поделили, видите, вот у нас складывается, видно, что задняя немножко шире, чем передняя, буквально на 2 столбика. Теперь, как мы определяем переднюю часть? От маркера, вот у нас есть столбик, в котором стоит маркер, мы отсчитываем следующий столбик, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 столбиков. И в 16 мы вставляем маркер. Далее вот с этой стороны точно так же. И у нас вот здесь вот с вами между маркерами должно остаться 6 столбиков, не считая те, в которых стоят маркеры. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот эти столбики, которые отмечены маркерами, в них будут делаться дырочки. Далее, спинка, здесь все проще. Мы отсчитываем, получается, по 14 столбиков от центрального вот этого вот. Тот столбик, в котором стоит маркер, мы не считаем, считаем следующий. 14 столбиков, и в 15 мы вставляем маркер. Итого вот здесь то же самое повторяем с этой стороны. Итого здесь у нас сзади должно остаться между маркерами 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И получается вот эти вот 2 столбика, 9 и 10, в них будут делаться дырочки. В принципе, ничего сложного. Вот здесь боковая часть утяжки, которая будет вот так вот складываться, у нас здесь, в принципе, нет особого такого важного значения, да, то есть у меня
вот такое вот количество столбиков между ними. Вы можете сделать побольше, то есть согнуть ее посильнее, да, поближе. Вот. У меня здесь все просто. От центрального маркера, центральный столбик не считая, я отсчитала 1, 2, 3 столбика в одну сторону и в четвертый вставила маркер. И с этой стороны 1, 2, 3 и в четвертый вставила маркер. То же самое и с этой стороны. Вот смотрите. Центральный маркер 1, 2, 3. В четвертом стоит маркер для дырочки. Центральный маркер не считаем. 1, 2, 3. И в четвертом стоит маркер для дырочки. Теперь, в принципе, я вам все объяснила. И вот эти 2 центральных убираем. Они не нужны, чтобы не запутаться и потом впоследствии не сделать одну ненужную, даже 2 ненужных дырочки. Теперь вяжем по рисунку, то есть вот здесь вот смотрите, начало ряда, и у меня дырочка получается как раз на последнем вот этом столбике, с которого я должна начать ряд. Тут ничего сложного нет. Мы либо переносим наши маркеры на один столбик по краям вперед, то есть вот сюда, и здесь тоже сюда. Также делаем и здесь, то есть по 2 столбика добавляем. Либо начинаем ряд вот здесь вот, то есть мы немножечко сместили начало ряда, то есть начали либо вперед, либо вот здесь вот начали назад. То есть здесь вот совершенно ничего сложного. Я сделаю проще, чтобы не заморачиваться, да, я просто на шаг вперед с этой стороны уберу, то есть у меня дырочка будет в конце, и на шаг вперед с этой стороны уберу. В принципе, 2 эти петельки, они особой роли не играют. То же самое не забывайте сделать с противоположной стороны, чтобы у вас получилось все одинаково и зеркально. Вот так. Все, ничего сложного нету. Мы все поделили, переместили, если надо, либо начали ряд с другой стороны. Ну, то есть на шаг вперед, на шаг назад. Теперь вот она, последняя петелька у меня. Я вставляю, достаю первый столбик и довязываю до момента, где у меня идет дырочка. По рисунку немножко неудобно делать это стоя. Пришлось камеру сильно высоко поднять, чтобы вам все видно было. Итак, по рисунку довязываем до конца, до первого маркера. И здесь, смотрите, абсолютно неважно, где у нас стоит, в каком из столбиков у нас стоит маркер. То есть он может стоять как над шишечкой, так и над обычным столбиком. Мы по рисунку довязали до первого маркера. И вот смотрите, давайте вот поближе подниму. У меня маркер стоит над шишечкой. То есть вот здесь, где стоит маркер, у меня должна быть шишечка. И, соответственно, у меня между дырочками получится 2 вот таких обычных столбика. В следующем ряду эти столбики превратятся в шишечки. То есть здесь мы просто вяжем по рисунку. Делаем воздушную петлю одну и продолжаем вязать, пропуская петельку, в которой у нас стоит маркер. Вот так это будет выглядеть. То есть вот у нас осталась дырочка. Маркер можете убрать, можете оставить. Далее по рисунку до следующего маркера. Вот я довязала до следующего маркера. И вот здесь у меня идет, смотрите, сейчас я вам поближе подниму. Вот маркер здесь стоит над обычным столбиком. А далее вот здесь отсчитали, да, то есть у нас такой вот неровное немножечко количество получилось. Там 19, тут 18, 15, 14, 16 и так далее. То есть четное и нечетное количество. Соответственно, наши столбики могут немножко съехать. Ну, то есть дырочки. Это не так страшно, поэтому вот здесь вы просто вяжете шишечку, воздушную петлю, и здесь вы вяжете следующую шишечку. Чуть не забыла про конец ряда. То есть у нас вот конец ряда. И вот здесь вот у нас получается дырочка. Сейчас я уберу маркер, чтобы он мне не мешал. И вот смотрите, я провязала последний столбик. Это моя рабочая нить. Дальше мне нужно сделать воздушную петлю и закрыть ряд. Как мы это делаем? Рабочую нить мы убираем, берем хвостик, у меня он вот такой коротенький уже, и делаем воздушную петлю нашим хвостиком и вытягиваем ее. Вот эта петелька немножко будет распускаться, не переживайте. И продолжаем то же самое, то есть мы взяли вот так вот
вытащили сюда. То есть, видите, мы формируем воздушную петлю. И вот здесь у нас нет перемычки, так как это воздушная петля, а не столбик. Мы вставляем просто вот сюда в вершину этой петли, вот так. И все. Подтянули это все дело аккуратненько. И вот что у нас получилось. Сзади это, конечно, немножко сейчас будет распускаться, но по факту у нас вот здесь образовалась дырочка очередная. Потом это все дело закроется. Хвостик убираем. У нас начало ряда сместилось вот сюда, видите, получается на обычном столбике. А начинаем мы всегда, чтобы рисунок был симметричный, с шишечки. Поэтому мы просто заводим крючок в соседнюю шишечку, то есть на шаг назад, и выводим столбик. Далее у нас идет обычный столбик, и из него мы вывязываем шишечку. Провязали. Теперь здесь идет воздушная петля. Вставляем крючок под нее и вывязываем обычный столбик. Вот и все. И у нас здесь осталась дырочка и свободные петельки красивые, аккуратные. Далее вяжем по рисунку. Шишечка. Видите? Потом хвостиком закрываем ряд, но вот здесь у нас хвостик немножко придется пропустить через вот эти вот петельки. То есть мы сзади вставляем крючок за задние стеночки вот этих петелек. Так, давайте возьму крючок поменьше. Сразу покажу. Вот таким вот образом мы вставили крючок за задние петельки. Захватили наш хвостик и вытянули его на начало ряда, чтобы потом мы без проблем с вами смогли закрыть ряд. Вот так это будет выглядеть. Вот отсюда выходил наш хвостик, вот здесь мы протянули его, как прячем ниточку, за задние стеночки наших столбиков. Потом в конце мы закроем ряд этим хвостиком. Дальше продолжаем вязать по рисунку. До следующей дырочки. То есть, в принципе, здесь вообще ничего сложного. Самое главное – это вязать свободно. Самая большая ошибка девушек – это когда вот они, вот видите, мы как вяжем. Вытягиваем петли на одном уровне с петлей на крючке. То есть вытягиваем. А некоторые девушки, вот они вставили крючок за петельку, вытащили вот так. И тут же, и сразу же вот так хватают и тянут наверх. И в итоге получается, сейчас я даже покажу вам. Вот что получается. Совсем перетянутый. Вот смотрите, вот такая шишечка или вот такая объемная. Есть разница. Дальше идет столбик без накида. Они вот так вытянули. Вот так. Они не вытягивают на уровень на петли. Вот так вытянули, захватили и протянули. И вот что у нас получается. Есть разница. Маленькие столбики и большие. И обратите внимание, видите, сам этот рисунок, он такой достаточно, если мы вот так вот сейчас я уберу, видите, он немного такой прозрачный. И, соответственно, если вы свяжете свободно и аккуратно, да, вот эти вот все петельки вытягиваете на одном уровне с петлей на крючке, тогда ваши дырочки будут аккуратненькие, как у меня, почти незаметные. Ну, а если вы, естественно, вот так вот затягиваете, как только что я показала, то у вас эти дырочки будут, ну, просто больших таких огромных размеров. Не забывайте. Вытягиваем петли на одном уровне с петлей на крючке. Вот так. И тогда наши шишечки становятся намного объемнее. Дальше мы дошли до следующей дырочки. Здесь у меня закончила я шишечкой. Под нее вставляю крючок и вывязываю столбик без накида. Дальше продолжаю вязание своей шишечкой. Ой. То есть вот такие вот дырочки незаметные у нас получаются с вами. Видите? Все, дальше мы вставим в них утяжку и будем приделывать клапан. Теперь провязываем так 2 ряда. Первый мы начали ряд, еще один, либо еще 2, как вам будет удобнее. И я покажу вам, как уже привязать клапан, надеть утяжку и так далее.
Ну вот, в принципе, я закончила, провязала до конца. Вот видно наши дырочки. Немножко увлеклась и провязала вместо 2-3 ряда. В принципе, это не такая страшная проблема. Как я уже и говорила, сколько хотите рядов, столько и провязываете. Главное, чтобы вам нравилась высота рюкзака. В общей сложности у меня получилось вместе с вот этим вот начальным рядом 29 рядов. 28 у меня шишечек в высоту и вот этот вот начальный ряд. Теперь смотрите, что мы делаем. Для начала давайте я вам покажу, как я отметила место того, куда у меня будет пришиваться мой клапан. Вот здесь вот у меня, видите, задние дырочки идут. И я просто одела маркеры на те вершины, которые идут над дырочками. И нашла таким образом середину. Далее я приложила клапан. И здесь большую роль сыграли вот эти вот ручки. Они у меня, видите, вот так вот оказались как раз над моими вот этими маркерами центральными. То есть я нашла середину так очень удобно, да, так скажем. Дальше я просто в каждую сторону отмерила одинаковое количество столбиков таким образом, чтобы у меня вот эти вот крайние маркеры получились над крайними дырочками клапана. Теперь давайте клапан уберем, и я покажу вам, как одевать утяжку. То есть самое такое простое для кого-то. Для кого-то это совсем сложно. Вот у нас идет утяжка. Достаем одну сторону утяжки и вставляем, вот у нас перед. Получается сзади маркеры. Вставляем переднюю дырочку. Дальше находим следующую дырочку и вставляем в эту дырочку уже изнутри. Вот так. Дальше следующую дырочку. И мы можно, знаете, можно так сказать, мы как будто прошиваем нашей утяжкой вязание по нашим дырочкам. Не запутайтесь обязательно. Вот здесь вначале нужно вставить ее с лицевой стороны, иначе у нас вот здесь ничего не совпадет. И стянется все вязание не так. Так, где моя дырочка? Вот она, моя дырочка. Вот видите, уже вязание стягивается в правильную нам сторону. И в итоге у нас выходит последнюю дырочку на лицевую сторону. Все. Здесь мы вставляем нашу утяжку в зажим, или как это называется. И все. Просто затянули, и вот у нас все встало на место. И вот такой вот рюкзачок получается. Теперь давайте немножко распустим нашу утяжку. В принципе, ее можно уже не убирать. И начнем привязывать наш клапан. Находим нашу нить. Вот здесь, смотрите, я уже обрезала хвостик. И приплавила его вот к этой вот моей рабочей ниточке. Вот видите, вот здесь это все видно. То есть я подстригла хвостик под 0 почти. Вытянула немножко. Приплавила его к своей основной нити. И он у меня ушел вот сюда вот под перемычку. И вот такое вот красивое у нас завершение ряда. Далее, что мы делаем? Берем рабочую нить и в соседний столбик под вершину мы вставляем крючок и вытягиваем петельку. Обвязываем соединительными столбиками. Далее вставляем крючок в следующую вершину. Вытянули 2 петли на крючке, и мы вот эту последнюю протягиваем через предыдущую. Следующая петля, следующая вершина, и протягиваем. Старайтесь вот эти вот петельки соединительные сильно не затягивать, иначе наше вязание просто стянется и будет это все дело некрасиво смотреться. У нас тут утяжка стягивает, все это все стягивается, и в итоге у нас получится такой мешок. Поэтому старайтесь сильно не затягивать. Доходим соединительными столбиками до маркера. Итак, дошла я до маркера первого своего. Далее берем клапан и прикладываем его вот таким вот образом. Крючок этот нам больше не нужен. Берем крючок размером поменьше, вставляем нашу петельку, вставляем
крючок в дырочку от клапана. И вот здесь вот смотрите, такой момент. Если мы продолжим вязать с вами за вершины наших столбиков, то потом в процессе носки вот эти вершины у нас вытянутся и появятся под клапаном такие большие, огромные, здоровые дырочки. Поэтому здесь, именно в моменте привязывания клапана, мы будем вставлять крючок не в вершины, а в середину петельки, так, как если бы мы с вами вязали в раскол. Вот так, в середину петельки. Придерживаем клапан, вытянули нить и провязали соединительный столбик. Далее, здесь такой особой схемы нет. Как я уже и говорила, шнур у нас отличается от пряжи, да, он тоньше, поэтому здесь мы просто придерживаем полотно, придерживаем клапан, вытянули петельку, не натягиваем саму петлю, а вытягиваем петельку до того момента, чтобы она у нас вот так вот оказалась над дырочкой. И вставляем крючок туда, куда он вошел. Обратите внимание, сзади мы вышли под перемычкой, то есть не под вершиной, а в середине столбика. Захватываем нить и провязываем еще один соединительный столбик. Далее опять прикладываем клапан, придерживаем это все дело хорошо, чтобы у нас ничего не съехало. Это будет сделать немножко неудобно. Далее вытянули петельку, не натягиваем, а вытягиваем петельку до момента нашей дырочки. Вставляем крючок так, чтобы он вошел в середину столбика, не в вершину. Захватили нить, вытянули, провязали. Далее вот здесь вот отодвигаем нашу ручку, открываем дырочку, вытягиваем петельку и вставляем. Вот так, можно даже подсматривать в середину столбика. Захватили нить. Блин, как неудобно это все делать на камеру. Вытянули следующий столбик. Далее придерживаем ручку, вставляем крючок вот в эти обе дырочки, которые проходит ручка и клапан. И вставляем крючок туда, куда он заходит. Самое главное, чтобы это была середина столбика. Вот так. И таким образом мы с вами вяжем до конца ряда, до конца нашего клапана. Не забываем вытягивать столбики, чтобы у нас вот здесь вязание не стягивалось и клапан не собрался вот такой вот гармошкой. Вытягиваем, не стягиваем, а вытягиваем наши столбики. И вот мы дошли до последней дырочки. Она у нас как раз получается над нашим последним маркером. Вставляем крючок в последнюю дырочку и вот в этот последний столбик, в котором у нас стоял маркер. Захватываем нить, вытянули, и вот мы с вами привязали наш клапан. Далее все очень просто. Мы продолжаем вязать уже за вершины. Вот здесь прикладываем клапан. У нас одна вершина закрытая. Мы либо продолжаем в нее, либо начинаем в следующую. Я продолжу в нее. Под вершину вставила и пошла. Поменяю крючок, чтобы у меня сильно все не стянулось. И продолжаю вязать до конца ряда соединительными столбиками уже под каждую вершину. Подошла я к концу ряда, провязываю последний столбик. Вот так он будет выглядеть у нас. То есть у нас вот здесь последняя вершина и первая вершина. И вот здесь должен быть незаконченный такой столбик. Дальше обрезаю нить и вытягиваю ее на лицевую сторону. Что мы делаем дальше? Закрываем ряд точно так же, как и все предыдущие вершины, только с одним условием, что теперь наши вершины находятся не сверху, а лицом к нам. Вставляем крючок вот таким вот образом сверху вниз под самую первую соединительную петельку и вытянули. Вот что у нас получилось. Видите, уже почти виден конец. Далее вот здесь, вот с этой стороны, с изнанки, мы вставляем крючок под вершину. И вот здесь так, чтобы он у нас вышел, видите, в середине последнего столбика соединительного. Захватываем крючок и вытягиваем его наизнанку. Все поправляем, и вот что у нас с вами получилось. Красивое, аккуратное соединение без шва. Вот здесь мы
с вами прячем наш хвостик в вязание и припаиваем его, то есть вот так вот, допустим, спрятали. И вот здесь вот кончик нужно будет приплавить к вязанию, чтобы он у нас не отошел, не распустился. И вот что у нас с вами получилось. Сейчас мы стянем нашу утяжку. Вот так. И закроем клапан. Вот такой вот рюкзачок у нас получается. Вот такая вот красота. Вот так вот он будет выглядеть сзади. Все красиво и аккуратно. Вот здесь, видите, если мы потянем клапан, у нас никаких дырочек не открывается. Вот эти вот маркеры мы с вами теперь убираем. И осталось нам одеть замок. Как мы это делаем? Находим вот здесь вот середину. У меня вот такой вот замок круглый. Вот такая штучка, которая вставляется внутрь и держит замок изнутри. Теперь, смотрите, замок у меня, кстати, на зажимах. Что хотела показать. В основном я использую замки на шурупах, они держатся лучше, но придется вот здесь вот использовать на зажимах, так как круглые замки на шурупах я не нашла. Итак, для начала нам нужно установить замок вот здесь вот на середину клапана. Мы просто складываем, да, находим середину клапана, складываем его пополам, вот так вот, и вот она наша серединка. Придерживаем пальчиком. Сейчас я уберу замочек. И вот она серединка. Мы вставляем так, вот у нас серединка замочка, и мы вставляем вот таким вот образом его. Вот так. И слегка прижимаем. Теперь замок у нас стоит, смотрите, на середине. Это все дело потом, конечно, хорошо зажимается. Замок стоит на середине, и вот так вот мы прикладываем это все дело к вязанию. Раздвигаем наши утяжки. Одеваем вот эту часть замка. И вот у нас она сама встает на то место, где должна стоять. Вот так. Мы убрали клапан. И вот здесь просунули руку в вязание внутрь рюкзака и просто вставляем его так, чтобы у нас наши зажимы вышли внутри аккуратно, ровно и красиво. Теперь вот здесь проверяем, чтобы он у нас стоял ровно по рисунку, чтобы его не косило в стороны. Открываем. Вот они, видите, мои зажимы стоят. И теперь вот таким вот образом я прикладываю свою штучку внутрь и зажимаем это все дело, видите, изнутри. Красиво и аккуратно. То есть я это сейчас сделала руками, это нужно будет сделать инструментами, вытянуть и хорошенько прижать, чтобы вот здесь вот вот эта вот железная штучка, она как раз не даст нашему вот этому наружному замку вылезти, когда мы, допустим, будем пытаться расстегнуть его или кто-то потянет, она не даст ему вылезти. Это все дело нужно хорошенько зажать, прижать внутри. И вот что у нас получается. Опять затянем наш рюкзак. Утяжка. Вот здесь тоже потом хорошенечко подтягиваем это все. И закрываем замок. Все. Вот так вот это у нас будет выглядеть. И, кстати, когда зажимать будете, зажимайте очень аккуратно, чтобы не деформировать вот эту часть замка. Теперь, что у нас осталось еще? Сейчас я хорошенечко приделаю свой замок. Дальше что нам нужно будет сделать? Нам нужно будет повернуть наш рюкзак, взять колечки, которые мы с вами приготовили, 2 колечка поменьше одеваем вниз, вот сюда, где будут цепляться нижние лямки, и 1 колечко побольше одеваем вот здесь вот по центру. В основном большое кольцо сверху берется как раз для распределения веса, так как будут цепляться 2 лямки, и цепляется оно как можно шире на полотно наше. Одеваем колечки. Также на колечки одеваем наши лямочки. Они тут, в принципе, на карабинах, ничего сложного. И идем красоваться перед зеркалом. Ну и вот что у нас с вами должно было получиться. Вот такой вот шикарный рюкзак.
Вот так вот он выглядит с обратной стороны. Я одела вот здесь вот посередине большое кольцо. 2 маленьких одела с другой стороны. И вот так вот будет выглядеть наш рюкзак. Очень классный, очень красивый, очень мне нравится. Пока он пустой, немножко мнется. И именно этого я и добивалась, чтобы он как бы держит форму, но в то же время он мягкий, очень мягкий. Вот такой вот он внутри получился. Видите, вот здесь вот поближе покажу. Зажала посильнее, можно сказать так, завернула я свой замочек. И вот что у нас получилось. Затягиваем снова утяжку. Утяжка очень свободно ходит. Мне это очень нравится. Утяжка от сайта Пряжа Центр. И замочек закрыли, защелкнули. И вот такой вот рюкзачок у нас получился. Супер шикарный, супер красивый. Спасибо еще раз всем, кто смотрел до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых видео. Ну а пока до новых встреч. Пока-пока.